Девчонки, приветствую вас на канале стильных дизайнерских украшений от Ксении. Сегодня буду распаковывать посылочку, прибывшую из магазина Бисерок. Помните, я недавно была в магазине, а у них еще есть доставка по Беларуси. Вы проходите внизу по ссылке в магазин Бисерок. У них есть сайт на Инстаграм и есть сайт, где полностью можно делать заказ. И если вы по Беларуси, то вы можете сделать заказ, выбрав даже оплата по карте или выбрав оплата наложенным платежом, то есть как вам удобно. Я вот заказывала наложенным платежом, и мне очень удобно, то есть мне пришли товары, и я на почте за них рассчиталась. Сегодня у меня вот такая вот цветовая гамма, очень красивая, то есть это была вот такая вот лиловая, это как раз сейчас весна, будут распускаться сирень. Вот как раз у меня цветочки тоже как раз такие красивые, фиолетовые. И у меня по плану орхидейка. Орхидейка с шелк бархата, но буду использовать я вот эти вот материалы. Значит, это яшмочка вот такая вот красивая. И чешские бусины. Вы знаете, что я заказывала с Китая бусины, но из Китая они немножко другие. Мне нравится у Чехии такой более интересный блеск. Такой вот цветной, очень красиво. Потом есть тоже разные бусины, потому что в Китае в основном такая вот продолговатая долечная форма, а вот у Чехии есть разная. Вот такая вот интересная. А вот эти тоже мне понравилось. Они чуть-чуть покрасивее, чем китайские, во-первых, и цветом, а во-вторых, вот формой. То есть они такие более кругленькие. И, видите, тоже имеют вот этот фиолетовый блеск. Вот. Потом заказ был вот таких вот тохо бисера, 2 оттенка, потом палочки тоже в таком оттенке, и 2 зелени. Зелень она яркая изумрудная, вторая зелень такая болотная, тоже как бы интересная новиночка для меня. Вот здесь все номера, вот 27, если вам интересно, 89, вот этот номер палочек, номер вот таких и номер вот такого оттенка. Цена вот 3 рубля по Беларуси. Вот смотрите, 1,5 рубля вообще вот какая замечательная веточка кристалликов и чешских бусин, тем более. Представьте, интересно как. Вот. И даже они мне вот положили подарочек. Может, я не знаю, может от того, что я постоянный клиент, и поэтому мне такие подарочки. Может быть, не всем они их дарят, но это подвесочка на телефон. Вот такие вот маленькие, но мне понравились сами внутри бусинки. Я подвесочку на телефон точно носить не буду и заберу себе просто вышивку, потому что очень красивый там и зелень, и голубой небесный цвет вместе с серым. Видео не заканчивается, это я вам показала сейчас распаковку, а уже следующее видео я сделаю красивый бархатный цветок орхидейку и обязательно вам покажу. Если будет не лень, может даже какие-то элементы, как я это делаю, сниму. Но если даже не сниму, то как сделать брошь-цветок, набирайте на моем канале, есть как сделать брошь-цветок. Я делала, показывала маленький МК, поэтому все есть. Ну вот такой вот товар, можете себе тоже заказывать, вот, потому что были у меня девушки писали, что с разных городков, и Орша, и Бобруйск, по-моему, что-то такое, что такого магазина нет, но у них есть сайт, и вы подписываетесь, пожалуйста, и делайте заказ, и вот можно оплачивать любым способом, и заказ вам придет прям на вашу почту, и все заберете, как сделала сейчас я. Вот такой вот интересный обзор, ну а дальше будет цветок. Девчонки, ну и вот теперь готовые изделия, которые получились у меня путем того, что я использовала материал из магазина Бисерка. Вы помните, что я покупала вот эти вот кисточки, я вам их показывала в магазине, когда покупала. Вот в итоге у меня получились вот такие шикарные серьги-кисти. Значит, я использовала 2 мотка, я их наматывала.
Вот. Если вы хотите посмотреть, как я это делала, наберите мастер-класс или как сделать серьги кисти от Ксении. У меня есть очень много видео, как короткие, длинные делать, как пояски делать. Все рассказывала и показывала. Вот. И наматывая их, потом их обрезаешь. Вот. И что я делаю? Я их мочу в воде, отжимаю в полотенце, встряхиваю и потом обрезаю. Вот интересно, когда я показывала, причем я на своем канале Инстаграм показывала, как я их делала, и когда я сказала, что я их мочу, мне начали писать, что над паром я держу. Другая девушка говорит, я вообще утюжком выравниваю. Мне интересно, как выравниваете серьги кисти вы? Если вы их делаете, или если вот даже вы носите, и они же мнутся, потому что это вискоза, то мой вариант это тихонечко смочить руку, вот так их обтереть, а потом их расчесать вилкой, да, потому что именно вилкой они расчесываются. Здесь я использовала камушки аметиста. Вот эти вот пояски я тоже сделала из чешского бисера тоху, который был большой, то есть это был 8 номер. Вот такие вот получились чудесные серьги кисти. Вот он цветочек, вот такой красивый, который получился. Он получился, видите, на ладонь, очень большой. Значит, здесь у меня два вот таких вот продолговатых лепестка, два больших круглых лепестка и один лепесточек маленький. Это типа орхидеи. И вот здесь, видите, я использовала все материалы, которые я вам показывала. Это два вида кристаллов, потом третий маленький кристалл. Вот эти палочки, видите, куда я их использовала? Смотрите, как они красиво переливаются, металлизированные, да, такие. И вот обшивочка тоже бисером тоху. И вот если вы обратите внимание, вот бисер тоху намного ложится красивее, чем чешский бисер. Почему? Потому что как-то более вот он и плотнее, и ровнее. Вот смотрите, вот это чешский бисер. Как бы немножко есть, видите, такие как дырочки, зубчики такие. Он такой более плюшечкой, а бисер тоху более такой кругловатый. Да, он, конечно, намного дороже, вот, для сравнения. То есть здесь 50 грамм пакет стоит 2,5, подождите, да, $2 с чем-то. А здесь маленький 10 грамм пакетик стоит $1,5. Но как бы кто видит разницу, кому больше хочется лучших ощущений, плюс, ну, изделие, естественно, получается дороже за счет такой вот цены, то вы как бы выбираете себе сами. А так все очень здорово. Но здесь я еще использовала свой жемчуг для того, чтобы была более такая колоритная работа. Один кошачий глазик. А жемчуга много и разных видов. Но получился вот такой замечательный, красивый цветок. И как сделать брошь-цветок, я показывала на своем канале. Причем такое там видео с музыкой арабской. Буквально там несколько минут я показываю все пошагово, как я делаю. Поэтому набирайте тоже МК или мастер-класс, как сделать брошь-цветок. И вы увидите там такой красивый оранжевый цветок. Это моя работа. А еще вот такой красивый тоже мотылек. Я тоже использовала здесь материалы из магазина Бисерок. Это вот тоже вот эти вот, видите, кристаллики. Вот это я у них, которые вот были в заказе. И чешский бисер, это тоже я у них покупала, и я вам показывала это видео. А еще мы сейчас были на прогулке, и я делала, ну, с моей девочкой, которой мы делаем фотографии, мы делали разные фотографии мотыльков. У меня целая коллекция появилась вот таких крупных больших мотыльков. Вот, поэтому дайте-ка я вам сейчас маленький мотылек рядом положу. Вот, принесла, чтобы вы просто габариты моего мотылька понимали, потому что просто так, когда я вам рассказываю, большой-большой мотылек, не совсем понятно. Вот этот маленький малыш, видите, вот так вот. А это вот такие вот у меня огромные мотыльки. И причем они у меня по разной цене получились, потому что разное количество использования камней и бисера. И здесь тоже, видите, вот эта кружевная красивая ткань. А здесь уже итальянское кружево. И крылышки вот так вот они, видите, как бы одно на одном и более такой закрытый, да, потому что есть мотыльки, вот предыдущий черный был с более таким расширенным, раскрытым
полетом. В общем, вот такие вот красивые работы и использование материалов с магазина Бисерок. Значит, ссылочку я вам на магазинчик оставляю внизу. Цены очень замечательные. Все можно приобрести по Беларуси с наложенным или картой. Я все это вначале вам рассказывала. И вот такие замечательные изделия. Кстати, можно использовать мои мастер-классы, которых очень-очень много. Заходите, смотрите, можно создавать очень красивые изделия. На сегодня буду с вами прощаться, но и также мои маленькие видео с мотыльками. Смотрите, жду ваши лайки, комментарии. Обязательно напишите, как вы выравниваете серьги, кисти и понравились ли вам мои изделия. Пока-пока-пока. Хочу вам показать в цвете солнца, как красиво бархат шелковистый переливается, камушки, жемчуг, все блестит. И хочу вам показать, смотрите, как красиво именно вот это колечко с этим мотыльком. И оно просто невероятной красоты. Оно как сахар. Это такой красивый кварц. Посмотрите, какая прелесть. Вот такой вот скол, но очень-очень красивый. Вот они в паре, просто идеальные. Посмотрите, какая красота. Девчата, это мы опять вышли фотографировать мои работы. Я в этот раз фотографирую всех огромных мотыльков. Это моя новинка. Здесь двойные крылышки. Вот так. Здесь крылышки с красивым кружевом. Большое количество цветных камней. А здесь и друза агата, и сердолики, жемчуг, агаты, кошачьи. Это все тоже маленькие агаты, кристаллы. Мои зеленые новые камушки, которые я вам показывала. Камушек родонита. И вот уже новые, видите, камушки, вот эти вот кристаллики с магазина Бисерок, которые я вам показывала. Ну и кольца, посмотрите, как если вместе шикарно будет. Вот, например, на жакет. Вот, посмотрите, какая красота. Вот. Будет очень красиво, так вот в паре. Да, ярко, но на любителя. А вот мой коралловый мотылек. Мы сейчас ищем красивый ракурс. Посмотрите, какая красота на фоне коры дерева. Камни, как они красиво смотрятся. Мотыльки. А вот это мой коралловый, тоже крупный мотылек. И, конечно, в свете солнца, видите, можно вам показать. Медовое колечко будет очень красиво в паре. Вот такие вот прекрасные работы, выполненные с радостью и с душой.